немножко личный вопрос. Особисте питание. Это мой грузовик. То есть моя жаровка. И очень интересное исполнение. Это бывший английский вариант, то есть праворульное исполнение. То есть якась англійська версія з керівництвом по правій стороні. И длинная база. И дуга выдвижена база. И вопрос, здесь убрали средний мост или это была такая комплектация и такое исполнение? Nie jestem w stanie powiedzieć. Pierwszy raz widzę ten model. Powiem szczerze. Впервые в жизни вижу такую модель и, честно говоря, не Ale могу raczej nie może być usunięta, nie wiem. Скорее всего, это невозможно, чтобы это было, эта ось была удалена. Могу сказать с уверенностью, что в России таких машин много, то есть убирается. Да? Zapewniam pana, że w Rosji to bardzo często się zdarza, że osie są. Ну что, доброе утро, друзья. Мы находимся в городе Краков, что в Польше. И сегодня мы поедем на завод МАН в Неполомице. Но для начала, конечно же, расскажу о вчерашней пресс-конференции, где МАН похвастался о получении рекордной прибыли за все время существования компании. Ну а в России по-прежнему входит в тройку лидеров европейской семерки по продажам средних и тяжелых грузовиков. Ну и, конечно же, меня интересовал в первую очередь вопрос, когда же появится новое поколение МАН. У меня вопрос по поводу предстоящего, грядущего нового поколения тяжелых грузовиков МАН. Хотелось бы узнать, когда же все-таки ожидать премьеру, мировую премьеру. И вопрос касаемый России. Сейчас параллельно прорабатывается установка двигателя, отвечающих экологическим нормам Евро-5, или России в ближайшем будущем не стоит ждать появления этой машины на рынке? Я думаю, сейчас мы не будем говорить об этом. Мы встречаем много наших клиентов, они говорят, все равно, новую машину не хотим, потому что это культура естественно так хорошо работает, поэтому пусть будет несколько лет. Поэтому это долгосрочно, скоро это не будет. И больше, чем того, мы можем не говорить. Друзья, и вот так выглядит современный завод МАН. Вот здесь застекленные помещения, это для административного персонала. Соответственно, здесь домашняя уютная обстановка, ковровое покрытие, мини-кухня. Здесь, соответственно, вот так все это и происходит. Ну а сейчас мы идет официальная часть программы, рассказывают нам, соответственно, Хайка Кайзер, это директор этого завода, о том, что здесь все-таки происходит, что здесь делают. Ну а мы сейчас пойдем посмотрим на первый автомобиль, на первый грузовик, который был выпущен на этом заводе. Это было в 2007 году. И вот этот вот симпатичный MAN TGA, как его называют, или у нас в России ТГА. В прошлом году на этом заводе было выпущено 19 500 грузовиков. В основном это, конечно же, тяжелые грузовики, это самосвалы, сидельные тягачи. Ну а это, сейчас мы немножко помешаем человеку, это первая ТГАшка с 400-сильным мотором, с механической коробкой. И вот памятная надпись: октябрь, 4 октября 2007 года, Краков. Но это, получается, мы находимся в Неполомице, это пригород Кракова. И вот такая ТГАшечка здесь стоит в напоминание о том, что вот именно с этого автомобиля стартовало производство в Польше, производство МАНа. Напомню, что, кстати, сами кабины, сейчас мы проезжали по территории завода снаружи, кабины приходят из Мюнхена, из Германии. Причем завод с каждым годом оптимизирует издержки, и практически все поставщики находятся максимально близко к этому сборочному предприятию. Друзья, а это комната релакса, и это настоящий полноценный тренажерный зал для сотрудников завода. Причем здесь может тренироваться абсолютно любой, будь то представитель административного персонала, либо это просто рабочий сборочной линии. Соответственно, здесь есть штанги, велотренажеры, беговые дорожки, гантели, шведская стенка, естественно, телек, можно посмотреть киношечки, можно даже и в игры поиграть, кулер с водой. Ребят, все для людей. Честно говоря, что-то на ни одном отечественном заводе я такого еще не встречал. И еще работникам завода МАН выдает
карты, по которым они могут ходить и тренироваться в любые другие тренажерные залы или фитнес-центры в Польше. Блин, прикольно. Идемте дальше, а то мы немножечко отстаем от графика. Итак, ну что, друзья, сейчас настало время уже рассказать непосредственно о производстве. Во-первых, есть огромная проблема. Многие посты сборки нельзя снимать по каким-то своим соображениям у завода. И поэтому вот с этой точки, вот несколько точек, доступных для фотографирования, нам все-таки предоставили. Итак, значит, вкратце рассказываю. Этот завод, несмотря на огромные объемы выпуска, 20 тысяч машин, причем с учетом того, что грузовики здесь разные. Это и магистральные тягачи, низкорамные, там обычные, самосвалы, трехосные, четырехосные, то есть их просто сотни вариаций. Итак, значит, первое, с чего начинается производство на этом заводе, это рама. Раму сначала зачищают после транспортировки, затем ее грунтуют, дважды красят, и потом уже начинается процесс сборки. Рамы все собирают на заклепки и болты. Далее начинается уже процесс сборки непосредственно всевозможных кронштейнов. Все максимально здесь автоматизировано. Причем работники, сотрудники по факту, они просто предназначены для того, чтобы кто работает на конвейере, просто доставить рабочий инструмент к болту, например, или к клепке. И дальше уже с необходимым моментом автоматика уже все это затягивает. Ну а сейчас мы находимся в месте. Здесь 40 постов. Это сборка мостов и осей. Соответственно, монтируются сюда тормозные механизмы, монтируются карданы, и на специальных тележках они электрифицированы, тоже управляются компьютером, и уже непосредственно расставлены оси на необходимом расстоянии, и все это заезжает под раму, где непосредственно это все монтирует. Ну и как на многих современных заводах, ОМАН именно в Неполомице один из самых современных грузовых заводов. Здесь все закольцовано и максимально автоматизировано. Ну и вот сейчас вы уже видите, в том дальнем конце непосредственно уже стоят практически собранные машины. В данном случае у нас, смотрите, вот как раз на эти тележки у нас водружается двигатель с пристыкованной к нему коробкой передач. И вот эти тележки двигаются уже непосредственно по своим заданным маршрутам. Причем вот эти тележки электрические и заряжаются индукционным способом. То есть на зарядных станциях, которые встроены непосредственно в дорожку. Ну и вот сейчас видно, заезжает двигатель с пристыкованной к нему коробкой передач. Итак, друзья, это уже финишный этап. Вот в данном месте автомобиль уже полностью заправлен. Сейчас отрегулируют зеркала. Сядет, соответственно, сотрудник рабочий, который запустит его. Правда, они долго гоняют стартером, пока пробьется топливная система и автомобиль запустится. Ну, а вот здесь чуть дальше вот закручивается как раз нитка конвейера, где на раму нанизываются электропроводка, пневмомагистрали, трубопроводы. И, соответственно, после этого поста машина уже не идет на готовую площадку. Она едет на различные контроли качества, где, соответственно, измеряют тормозное усилие, качество окраски. В общем, и вот это вот все. Ну а сейчас мы выйдем на улицу и посмотрим уже на готовые автомобили, расскажем еще пару нюансов о заводе. Пойдемте. Итак, тут для нас выставили, собственно, машины, которые уже готовы к отправке для покупателей. И вот на заднем фоне можно увидеть, как погруженные на автовозы машины отправляются непосредственно к получателям, к покупателям. Ну, а мы вернемся опять к автомобилям, которые сделаны на этом заводе. И что вот меня очень сильно удивило, в России мы привыкли к тому, что перевозчики в основном покупают максимально бюджетные комплектации, то есть это, как правило, средняя либо низкая кабина, узкая кабина, то есть ТГС. А здесь в основном, как мы видели, собираются же все-таки TGX, то есть широкая кабина, либо со средней крышей, либо с высокой. И при этом
довольно мощные версии, очень много 500-сильных машин на конвейере. Было парочку 540-х, вот, но у нас, как правило, 400-сильные исполнения в основном предпочитают перевозчики. Вот интересно, вот это рестайлинговая машина, но при этом почему-то в России вот эти машины не идут. Я спрашивал, ну, как бы пожали просто плечами, развели руками, ну, не знаю, почему-то не идут в Россию вот эти рестайловые машины. А здесь они вот вполне производятся и продаются. И возвращаясь к тому, как собирают эти машины, в основном, не в основном, а в стоковом исполнении, в базовом варианте рама идет черного цвета, то есть она там красится, лакируется. Ну, а по желанию перевозчик может заказать себе, допустим, вот как в данном случае, красную раму. У нас ступицы будут красного цвета. Очень много машин заказывают на легкосплавных дисках. Ну, не буду рассказывать, в чем преимущество легкосплавных дисков. Дальше. В данном случае у нас стоит сканиевская коробка. В России, к сожалению, не поставляются пока такие комплектации. То есть у нас идут только с коробками передач Цанрад Фабрик, ZF или ZF, кому как нравится так произносить, просто только отстаньте от меня в комментариях по этому вопросу. Вот, я называю ZF, меня это устраивает, я так привык с детства. Вот, а в данном случае коробка OptiCruise. Робот, как вы знаете, Scania и MAN — это Volkswagen AG, соответственно, это по сути одна компания. И поэтому ничего удивительного, что здесь у нас сканиевская коробка. Все-таки OptiCruise гораздо лучше, чем роботы ZF. К сожалению, на практике я в этом убедился. Ну что, возвращаемся внутрь. И, конечно, я теперь хочу задать вопрос по своей машине, по своему Ману. Потому что вопросики есть и у меня, и у вас. Пойдемте. У меня немножко личный вопрос. Давайте подойдем. Особисте питание? Особисте? Это мой грузовик. То есть мой шинжаровка. И очень интересное исполнение. Это бывший английский вариант, то есть праворульное исполнение. И длинная база. И вопрос, здесь убрали средний мост, или это была такая комплектация и такое исполнение? Nie jestem w stanie powiedzieć. Pierwszy raz widzę ten model. Powiem szczerze. Впервые в жизни вижу такую модель и, честно говоря, не Ale могу raczej nie może być usunięta, nie wiem. Скорее всего, это невозможно, чтобы это было, эта ось была удалена. Могу сказать с уверенностью, что в России таких машин много, то есть убираются. Tak? Zapowiem pana, że w Rosji to bardzo często się zdarza, że oś jest... Ale to chyba niebezpieczne. Takie Это, modyfikacje. наверное, это небезопасно так усовершенствовать автомобили. Конечно, но в России немножечко по-другому. У нас не такой жесткий транспортный контроль, как в Европе. Ja zawam kolegę, może pomoże. Я позову сейчас коллегу. Подождите, пожалуйста. Zmodyfikowali, nie się da poznać. To jest nie tak chyba. Nie, normalnie, nie? No? Может быть, же усунется, так? Nie. Wygląda normalnie. Нет. Нет, не выглядит так, чтобы удалили эту ось. Скорее, это было так произведено изначально. Nie ma, wiesz, więcej szczegółów, ale... Недостаточно деталей, чтобы сказать Nie ma наверняка. nazwy, bo na tym można było odczytać model auta na szyldzie. На модели автомобиля можно было прочитать, где-то должен быть выбит на... У меня есть номер. Я mam ten numer. Jaki to jest numer? Какой? To jest ten. 05. H05, stary. Сейчас мы ВИН-номер смотрим. No, my nie robiliśmy chyba tego. Ale to jest 05, to jest Kołosiówka, czyli okej. Да, 0,5 означает, что этот автомобиль имел две оси изначально, и это все в порядке. Ничего там не сделано. Все в порядке. Так что, друзья, у меня не отпилена одна ось. Это изначально была такая комплектация. Так что огромное вам спасибо за эту экскурсию. Mam nieuszkodzony jest samochód, naprawdę. Bardzo dziękuję. Można jeździć bezpiecznie. Можно ездить. Все, спасибо. Вот так, друзья, это вот такая краткая экскурсия была по заводу. К сожалению, нельзя было нам показать вам все, что здесь происходит. Но, тем не менее, думаю, вам было интересно. И в дальнейшем, я надеюсь, получится снимать вот такие видео о других грузовых и автобусных заводах всего мира. Спасибо большое за просмотр. Дизлайк, отписка. А пока всем пока. Пошел свой ман делать.